Что касается вещей технических, я ухожу от политики, потому что у вас есть профессиональные политологи, которые в разы лучше меня понимают, что там происходит. Мне, как практически технарю, вообще просто ужас какой-то на самом деле. Потому что вот эти 8-часовые отключения электроэнергии, они могут привести еще и к тому, что разморозится вообще вся система отопления и водопровода. То есть достаточно несколько часов в морозную ночь не подавать электроэнергию на насосы, и будет просто беда. То есть все это приближается к гуманитарной катастрофе, у меня других слов нет. Может быть, я излишне эмоционален, мне Приднестровье близко по самым разным причинам. Блэкаутов не могло не быть, потому что на день сегодняшний работает только один угольный энергоблок, и тот на половину мощности, не на 200, а на 100. Немножечко добавляет Дубасарская ГЭС, но сейчас зима. Разумеется, нет никакой возможности сливать воду в больших объемах. Соответственно, даже в ночные часы 125 мегаватт на Приднестровье с населением 250 тысяч, если в частных секторах есть возможность что-то решать с печным отоплением, республика в последние дни ушедшего года старалась централизованно заготавливать все, что горит, дрова и так далее, то в многоквартирных домах, вот представьте себе, в бетонной коробке по ночам там температура опускалась до минус 10. Разумеется, люди пытаются включить все, что может обогревать. Разумеется, спрос на электроэнергию вырастает, не удерживает трансформаторные будки во дворах. Я не представляю, каково там сейчас приходится энергетикам все это ремонтировать просто подряд. Так что ситуация, на мой взгляд, крайне пессимистично выглядит. И я не очень понимаю, до конца не понимаю, может быть, вам удастся что-то узнать. Молдавская ГРЭС, о которой идет речь, это 12 энергоблоков, общая мощность 2,5 гигаватта. То есть этого в советские времена хватало и на Молдавию, и на Одесскую область, и Румынии еще кое-что перепадало совершенно спокойно. Последние годы работало 2 газовых энергоблока по 250 мегаватт. Вот они, собственно говоря, и выключились. 8 блоков угольные, 2 блока мазутные по 200 мегаватт. Хорошо, будем исходить из того, что проектировалась эта электростанция под Донбасский уголь. Это не значит, что все непременно должно быть из Донецкой и Луганской республики. Донецкий угольный бассейн – это еще и наша Ростовская область. То, что какие-то варианты поставок есть, мы узнали еще в октябре, когда Приднестровье отрапортовало о том, что какой-то запас угля доставлен. Вот то, чем сейчас топят, было доставлено еще в октябре. Какие там варианты, представить можно. Есть Эрдоган. Дальше рассказывать, наверное, не буду, как работают турецкие угольные копии, знаменитые на весь мир. Варианты есть. Я бы сейчас, чисто с технической точки зрения, работал бы с мазутом. Мазут в Европе точно есть, и его, наверное, каким-то образом все-таки можно и закупить, и доставить. Но во все эти технические моменты лезет политика, и вот с этим сделать ничего нельзя. Что касается упомянутого вами Энергокома, это молдавская энергетическая компания, то ежегодно подписывались договора на год на поставки электроэнергии из Приднестровья в Молдавию. Вот сейчас он не подписан. То есть такое впечатление, что руководство Молдавии точно знало, что делает. Если она не рассчитывает получать электроэнергию из Приднестровья, значит, это уже где-то в планах значится. Точно так же, как мне совершенно непонятно, для чего потребовался ноябрьский визит министра энергетики Молдавии в Санкт-Петербург, в «Газпром», и где результаты. Ни о чем не договорились, поставки в Молдавии просто прекращены, поскольку не признается долг, не оплачиваются поставки. Ситуация такая, крайне неприятная, на мой взгляд, но, судя по последним, по времени выступлениям президента Приднестровья, он почему-то уверен, что в ближайшее время все это прекратится. Понятно, что придерживает информацию, каким образом, чтобы не сорвались какие-то планы, но надеюсь, что это произойдет. А так ситуация... Вот сейчас заканчиваются праздники, люди на работу в Приднестровье не выйдут, потому что обеспечить промышленное предприятие электроэнергии тоже нет возможности. А холодные заводские цеха,
Ничего хорошего я пока в происходящем не нахожу, и, если честно, немножко нервничаю по этому поводу. За Приднестровье очень обидно. Ну, самый простой и самый короткий вариант, не требующий подписания договоров долгосрочных и прочего, это мазут. Вот, если действительно надо спасать ситуацию, надо спасать. Потому что переговоры по газу со стороны России ничего не идет, значит, нужно договариваться с Румынией, надо оценивать возможности самой Румынии. Тоже далеко не все так просто. У Румынии есть собственные источники газа. Была возможность покупать газ российский из турецкого потока, транспортировать через Болгарию. Но с 1 января турецкий поток используется для того, чтобы увеличить объемы поставки в Венгрию. Об этом был подписан договор еще, теперь уже в позапрошлом году. Венгрия получала 4 миллиарда кубометров газа в год по турецкому потоку, 4 миллиарда кубометров через газотранспортную систему Украины. Договор был о том, что если прекращается транзит через Украину, все 8 идут через турецкий поток. Есть там свободные транзитные мощности, чтобы что-то перебросить в Румынию или нет? Сказать сложно. По-моему, там уже все разобрано. Есть варианты с поставками СПГ. Трансбалканский магистральный газопровод работает теперь как интерконнектор. Можно разгрузить СПГ в Греции, в Италии, регазифицировать, прокачать. Но тогда действительно вопрос о стоимости, первый момент. И второй момент, разумеется, о сроках. Потому что СПГ это не включил кран и все пошло. Это где-то надо найти свободные поставки, свободные объемы, дотащить танкер-газовоз, регазифицировать и так далее. То есть это процесс. Мне кажется, что с мазутом все можно сделать намного быстрее. Но пойдет на это руководство Молдавии. Приднестровье не имеет ни выхода к морю, ни железных дорог, которые проходили. Они у него проходят либо через Украину, либо через Молдавию. То есть без, так скажем, помощи хотя бы логистической со стороны Молдавии ничего не решается. То есть такой тупичок. Да, сложно. Но тут вот без политической составляющей, пожалуй, не обойтись в этом вопросе. Из-за отказа Украины от транзита российского газа это все Европе может обойтись в следующем году в 100 миллиардов евро. Мы просто столько раз уже говорили там в прошлые годы, что вот Европа вот-вот замерзнет без российского газа, она, зараза такая, все никак не замерзает и не замерзает. Вот эти новости насколько плохие для Европы? Ну, пункт первый. Я никогда не говорил, что замерзнет, потому что как-нибудь там население выдержит. Пункт второй. Мне это совершенно неинтересно. Замерзнет, вспотеет, там, пусть делает, что хочет. Они свой путь выбрали, пусть по нему идут. Оценивать суммы потерь Евросоюза в связи с прекращением поставок через газотранспортную систему Украины – дело неблагодарное. Мы наблюдаем, что за последние 3 года спрос на газ в Европе снизился больше, чем на 100 миллиардов кубометров. Поставки через газотранспортную систему Украины, по итогам 2024 года вроде бы почти 16 миллиардов кубометров. Точных данных пока еще не сводили статистику. Для того, чтобы снизить объем спроса, в Германии, например, есть хороший метод. Они закрывают Volkswagen. Вот крупного потребителя сбросили, и уже все в порядке. И уже никаких потерь нет. Рассчитывать на то, какими могут оказаться цены, но Европа, которая называет себя самой развитой частью планеты, целиком и полностью зависит от погоды. Будут морозы, будет одна цена, не будет морозов, другая, будет ветер, цены снизятся, не будет ветра, повысится. То есть, мне кажется, что падающий газовый рынок Европы не должен занимать центральное место для нас, не должен находиться в центре нашего внимания, в центре внимания наших СМИ. Я напомню просто слова Владимира Владимировича на пресс-конференции. Россия это переживет, Газпром это переживет. Давайте думать о себе. Россия должна думать о себе, потому что, напомню старинную формулу, фронт и тыл должны быть едины. Фронт не должен испытывать проблемы из-за того, что в тылу возникнут какие-то неурядицы. Вот нам о своей экономике надо думать, о своей энергетике надо думать. А Европа, как сложилось, так сложилось. Есть турецкий поток, есть возможность через него поставлять тем, кому это необходимо. Напомню, что его проектная мощность 15,375
одна из ниток уходит в Европу, но там получает газ и Сербия. У Сербии сейчас впереди переговоры с Россией о том, будут ли продолжены поставки, в каком объеме. Понятно, что будут. Вопрос объемов и цен. Все остальное может получать Евросоюз. Венгрия, как конечный потребитель, да, понятно. 8,5 миллиардов кубометров, если у нее спрос не изменится, то это половина мощности турецкого потока. Остальное имеет полное право, то, что Сербия оставит, пусть разбирают все остальные. Есть соединения в Болгарии, можно прокачивать в Румынию, можно прокачивать по всем постюгославским странам, пусть разбираются, как хотят. Нам главное, чтобы выполнялся указ Владимира Путина от 31 марта 2022 года, трубопроводный газ за рубли. Поступили рубли на счет «Газпрома», получите газ. Нет рублей, нет газа. Вот, все остальное это уже... Давайте думать о России. Я Приднестровье, потому что очень тревожно. За Приднестровье тревожно. Но что касается России, все-таки, вот опять же, статья в Bloomberg про то, что Европа теперь закупает рекордные объемы сжиженного природного газа у России, насколько я понимаю. Мы же... Вот получается, сколько они не пыжатся, чтобы оставить Россию без денег за энергоресурсы, все равно продолжают покупать, и насколько эти объемы велики? Ну, если верить вот этому сообщению Bloomberg, 21% импорта СПГ – это российские СПГ. Ну, тут ничего личного, только бизнес. Если европейские компании видят, что это выгодно по экономическим причинам, может быть, по логистическим, по срокам, поставлять газ через океан тоже достаточно долго. Напомню, что рейс от берегов США до Англии обычно рассчитывают 2 недели, но сейчас зима. Любая задержка в связи с погодой тоже вполне может быть. Вот в Англии вроде как ураган начался, там тоже могут быть проблемы. Покупают и покупают. Энергетические ресурсы, можно по-разному относиться к тому, что настолько велики объемы наших поставок непереработанных энергетических ресурсов, но экономика любой страны в 21 веке – это прежде всего энергетика. Можно, конечно, пытаться заместить все ветровой и солнечной генерацией, но практика показывает, что ничего хорошего из этого не получается. Если летом аномальная жара – штиль. Уже введено такое понятие еще года 4 назад. Черный зимний штиль, вот черный холодный штиль. То есть, когда аномальное падение температуры в зимнее время, ветер тоже стихает. Ну вот пусть они выстраивают свою экономику вот так. Даже если Европа исчезнет, потребители на энергетические ресурсы останутся. Планете нужна энергетика, нужен уголь, нужен газ, нужна нефть, никуда от этого не денешься. Если они этого не понимали, ну, что ж, пусть сходят к врачам, может, помогут. Ну, и еще хотел спросить, у нас даже в новостях это было, что за спекуляции вокруг катарского газа? То ли они собираются его поставлять, то ли нет. Министр иностранных дел Катара уже все сказал. Не понимает, откуда взялись слухи, никакими трубопроводными проектами Катар заниматься не намерен. Это совершенно очевидно, потому что принято окончательное инвестиционное решение по расширению производства СПГ с 77 миллионов тонн до 135, то есть практически удвоение. А это значит, что надо нарастить объемы добычи, что тоже не бесплатно и не быстро. Если говорить о СПГ-заводах, то сейчас статистика: 1 миллион тонн производства – это $1,5 миллиарда инвестиций. Увеличение на 60 с лишним миллионов тонн или на 60, там, посчитайте на досуге, не суть. Это больше сотни миллиардов только на СПГ. Плюс заказаны танкеры-газовозы, которые работают только с собственными танкерами, он никогда не разменивается на фракт. Контракт с китайскими судостроителями еще 28 миллиардов. И вот в этих условиях Катар бросает все и начинает куда-то тянуть трубу. Ну, ребята, ну, немножко задумайтесь.